Я считаю сегодняшний разговор удачным, потому что и мне, и Светлане Александровне удалось кратко и емко выразить наши позиции, которые представляют собой квинтэссенцию разных подходов. И, на мой взгляд, такие события необходимы для того, чтобы развеивать различные мистификации и недомолвки, и искажения, которые часто возникают. Вот, например, теоэстетику иногда представляют как некий брутальный, сильный такой нарратив, однобокий. На самом деле теоэстетик столько, сколько авторов, которые могут придерживаться или причисляться к этому направлению. И поэтому я считаю, что нужно продолжать разговор, теоэстетический разговор, богословский разговор. Это та нормальная форма существования богословия и христианской мысли, которая, к счастью, сегодня у нас возникла, и, я надеюсь, будет продолжать существовать. Но если самым кратким образом попытаться выразить впечатление, то мне кажется, что то стихотворение Кибирова, которое привел Алексей в конце, оно как раз свидетельствует о том, что, возможно, слабая теоэстетика. И как раз то, что репрезентировалось как защита красоты, как самим стилем этого стихотворения, полным юмора и иронии, как раз говорит о том, что красота действительно может быть ненасильственной, что возможно говорить о красоте, философствуя не молотом, а будучи исполненным иронией и, прежде всего, самоиронией. Прекрасный диспут. Для меня главным итогом является то, что у двух проектов, у того, который представил Олег Борисович, и у того, который представила Светлана Александровна, гораздо больше общего, чем, на мой взгляд, различий. И тот, и другой проекты являются важным вкладом в развитие христианского свидетельства и миссии, так сказать, в нашу эпоху. И я думаю, что в наших курсах систематической теологии нам необходимо принимать в расчет и ту, и другую позицию, потому что это очень важные коррективы каким-то неадекватностям предшествующих теологических схем. Но с другой стороны, конечно, очень важно и обсуждать те различия, которые существуют между этими проектами. Потому что сказать, что из того, что они близки, из того, что они значимы, не значит, что они тождественны. И вот в дальнейшем, мне кажется, очень важно было бы, нужна конструктивная критика и одного и другого проектов просто для того, чтобы в конечном итоге мы пришли к более адекватному пониманию того, как мы видим христианство и можем свидетельствовать о нем в современных условиях. Спасибо большое организаторам за этот прекрасный диспут. В первую очередь, я очень рад, что подобные события организуются в наше время. Напомню, что традиция в новейшее время проведения богословских диспутов началась с проекта «Сакральные тексты», который я представляю. Мы организовали несколько диспутов, и очень здорово, что сейчас эту традицию продолжает теоэстетика. За это вам большой респект, ребята. Что касается самого диспута, то в целом, по большей части, он мне понравился. Мне понравилось выступление Олега. Он, мне кажется, говорил несколько более аргументированно и складно, чем в некоторых других выступлениях. Что мне... безусловно, Светлана Александровна была на высоте, а другого, конечно, и не ожидали. Что мне не очень понравилось, первое, я бы сказал, что у меня есть недовольство форматом проведения диспута, самим регламентом. Я считаю, что нужно больше давать свободы самим участникам, и модератор здесь, извини, Роман, считаю, должен играть больше вспомогательную функцию, то есть его не должно быть видно, он должен только следить за регламентом. Но это мое личное мнение, я не хочу лезть со своим уставом в чужой монастырь, тут у вас есть свой настоятель, свое благословение. И
Наконец, я считаю, что участникам нужно стараться говорить попроще, потому что диспут – это все-таки мероприятие, рассчитанное на широкую аудиторию, и мне лично было сложно концентрировать внимание, осталось много белых пятен, вещей, которые я не понял, хотя у меня есть предварительная подготовка. Думаю, что многим другим было еще сложнее, все-таки это нужно ориентировать больше, мне кажется, на широкую публику. Но в целом, спасибо еще раз. Я доволен тем, что пришел сюда. Мне кажется, что даже в отличие от предыдущего диспута, позиции теоэстетики, позиции слабой теологии, она была представлена гораздо лучше, гораздо более объемно. Единственное, что при всех достоинствах нынешнего диспута, что все-таки с большой границы можно найти среднее звено между проблемой, которую ставит слабая теология, и проблемой, которую ставит теоэстетика. Обвинение теоэстетики в том, что она недостаточно серьезно учитывает опыт страдания, недостаточно серьезно акцентирует внимание на как бы трагичности существования человека, он может быть снят, потому что в модели того же Гансурса фон Бальтазара все-таки присутствует теодраматика. И вот обратить внимание на то, каким образом теоэстетика переходит в теодраматику, это вот отдельный интерес. И, возможно, для будущих диалогов тоже важная вещь. Нет, диспут определенно состоялся. Вообще очень здорово. Я думаю, все почувствовали повышение уровня по сравнению с первым диспутом. Позиция Светланы Александровны, она мне, в принципе, близка и как исследователю, и как теологу, потому что это моя область исследования. Но в целом, я думаю, в диспуте, да, они были так выражены довольно открыто и прямо, и каждый может найти, с чем согласиться, с чем поспорить. В целом, это две самостоятельные, очень сильные, хорошие позиции, которые достойны находиться вот сейчас в прицеле теологического обсуждения. Это очень здорово, что они поднимаются сейчас в нашем пространстве. Очень многое можно было бы сказать, но я очень рад, что в конце сегодня прозвучали вот этот мотив того, что на самом деле теоэстетика и слабая теология не жестко противопоставлены друг другу. Они готовы к сотрудничеству, открыты друг к другу и готовы обсуждать вместе какие-то позиции, вырабатывать общую точку зрения, потому что это чрезвычайно важно. Не секрет, что сейчас наша аудитория, к сожалению, она очень узкая, и на самом деле и тот, и другой проект работают примерно на одну и ту же аудиторию. И я даже удивлен тому, как теоэстетика использует какую-то риторику разделения и осуждения, в то время как она сама оказывается зачастую непринимаема церковным большинством. Я очень рад тому, что происходит это движение к объединению и к выработке новой позиции, и я надеюсь, что вскоре мы все вместе будем вырабатывать свой новый единый проект на общих основаниях. На диспут я приехал, потому что нужно и радостно, когда обсуждаются вопросы, которые, кажется, потонули в абсолютном болоте релятивизма в плане красота. Ну, мы все примерно знаем, что такое красота. Истина, благо, добро и все прочее. Тем более, что все в основном знают, как им кажется, что такое Бог. Прекрасно, что фонд теоэстетика проводит диспуты с тем, чтобы вообще-то несколько поляризовать те мнения, которые могут у людей существовать. Я бы разве что, наверное, пожелал большей оформленности агона, то есть такой воинственности позиций, именно с тем, чтобы этот агон как бы не выходил за пределы диспута. Чем ярче он разгорится здесь, тем, в общем, эффективнее можно его здесь же потушить, чтобы найти какие-то точки примирения. Но при этом уйти с ясным осознанием серьезности всякого метафизического вопрошания и всякого метафизического понятия. Друзья, если вы хотите увидеть еще новые и интересные диспуты, подписывайтесь на наш канал, шер, лайк, репост, что там еще принято. Добро победит!